Всем привет! Сегодня такая у нас коробочка характерная от фирмы Trampeter. Не смотрите на то, что характерная дудка тут отсутствует и вообще там присутствует какой-то странный момент повреждения коробки, но причина в этом в том, что магазин, где эта коробка покупалась, видимо, имел какие-то проблемы легальные с дистрибуцией Трампетера, и поэтому они занимались вот таким удалением характерных трампетеровских дудок с коробки. Но в остальном это понятно, что это обычный трампетер. Короче говоря, B1 Centauro AFV. Ранняя версия, вторая серия с дополнительной усовершенствованной броней. Короче говоря, бронемашина с противотанковым орудием, или как еще в принципе такие машины называют, колесный танк. Так, конфигурация получается 4х4. Трампетеровский набор исходно где-то 2008 года, потом у них, по-моему, около 7-8 модификаций различных, на, соответственно, различные модификации этой машины выпускалась. Вот это одна из этих модификаций, вот у нее тут она характерна тем, что у нее присутствует характерная дополнительная броня сзади. Ну что можно вообще сказать про прототип? Собственно, такой класс машин, как колесные танки, это бронемашины, собственно, боевые, на которые устанавливалась обычно полностью поворачивающаяся башня с противотанковым орудием. То есть мы своего рода такой получали колесный истребитель танков или машину поддержки пехоты, ну, да, относительно удешевленную, при этом по ходовым характеристикам в принципе особо не уступающий танкам, но как бы за это, конечно, приходилось, ну, колесная база, приходилось за нее расплачиваться бронированием, потому что танковое бронирование колесная база не вытянет. Соответственно, броня у таких машин, конечно, была намного более слабой, чем у основных боевых танков. Ну, кстати, можно сказать, как предтечей такого класса, как колесных танков, наверное, являлась бронемашина Puma немецкая, которая еще в войну была разработана. А сейчас такие машинки делают в разных ВПК разных стран, то есть Италия, это итальянская машина, да, я забыл сказать, и Южная Африка, и Япония, и по-моему, и Польша что-то такое делает. В СССР, в России были эксперименты, но, по-моему, в серию так и не пошли на базе БТР что-то такое делать. Ну, в общем, такой довольно распространенный класс машин. Так вот, итальянская машина, да, она где-то разработки 80-х годов, потом было несколько модификаций, соответственно, выпущено там что-то в районе 400-500 штук, несколько еще было эксплуатантов, кроме Италии, кому она понравилась, эта машинка, кто ее закупал в Испании, в частности. Ну, попадала в несколько миротворческих операций, там не то чтобы как-то сильно успела поучаствовать в боях, но в целом вроде оценки у нее хорошие, а так сказать особо нечего. Ну, переводится как, собственно, Кентавр. На буксарте помимо самой машины мы видим также еще тут для прикола разместили бронеавтомобиль Ивеко, который, кстати, в России даже был, по-моему, то ли тестировался, то ли на вооружении принимался модификация. Рысь он назывался. И сзади мы видим бронетранспортер Фреча, если я не ошибаюсь. Это, кстати, бронетранспортер, который как раз по конфигурации основан на платформе этого самого Кентавра. Ну, в общем, набор трампетеровский. Тут, в принципе, все по-трампетеровски стандартно достаточно. На боковиках у нас проекции машины. Один из вариантов окраски. Видно, что нам обещают в комплекте трос, фототравление. Вот этот элемент не совсем понимаю, что такое. Это кожух, забашенная корзина или что такое. Очень краткая историческая справка тут маленькая присутствует. Значит, на другом боковике у нас другая проекция, другого варианта окраски, это предупреждение. Значит, смотрим, что у нас в коробочке сразу. В коробочке у нас внезапно, как я в прошлом обзоре на хабибосовскую амфибию, внезапно что-то чем-то напоминает, да, вот очень похожая конфигурация на хабибоса, только как бы немножко более премиумная, то есть та же самая ванна в отдельном такая коробе, да, закреплено, но при этом коробец такой более такой прикольный, глянцевый. Значит, у нас есть ванна корпуса, соответственно, у нас есть схема окраски, которая тоже достаточно по виду напоминает хабибосовскую. У нас есть инструкция, которая тоже напоминает хабибосовскую, но с качеством печати, возможно, чуть получше, но все равно очень похожая. Значит, что у нас? Пластик есть, отдельно лежит башня, отдельно лежат колеса,
соответственно. Ну, кстати, что-то тут довольно много. Получается, одна запаска еще присутствует вроде как, наверное. По крайней мере, их 9. И, значит, пакеты с пластиком. Вот такие вот. Абсолютно похожие очень на пакеты пластика Хабибоса, которые, что как бы намекает на родство, да. Очень похоже. Плотно упакованы. Детали с прозрачного пластика. Довольно много в целом у нас тут их. Отдельный литник. Соответственно, фототравление, трос. Трос не обманули, трос есть. И небольшая платка фототравления присутствует в комплекте. Декаль тоже запакована абсолютно так же, как у Хабибос, закрыта этим листиком, пакетиком отдельным. Очень похоже. И, значит, отдельно тут у нас в этом коробе прям хитро упакована верхняя часть корпуса. Ее не так-то просто извлечь, догадаться, как она должна извлекаться, потому что тут все на скрепочках, но, видимо, ее надо высунуть непосредственно вот так. Да, вот такая забавная упаковочка, то есть все для сохранности, все для того, чтобы ничего не повредилось. Хотя на самом деле такие крупные отлитые детали, я вот не знаю, что с ними должно происходить, чтобы они повредились, потому что повреждаются-то как раз обычно не крупные детали, но, видимо, чтобы не повело, не загнулось, они это все делают. Ну, в принципе, такая забота, она все равно приятна. Так вот, значит, это все, что у нас есть в коробке. И смотреть по традиции мы начнем это все с бумаги. Соответственно, инструкция в виде книжечки сделана со скрепочками. Проекция машины, одна из пиктограмм. Здесь исторической справки, насколько я понимаю, самой инструкции нет, то есть минимально оказалось у нас только на коробке. Дальше раскладка литников идет, очень похожа на хабибосовскую. Тут, кстати, номера деталей на ней есть. Вот на хабибосовской, не помню, были. Я там вам что-то говорил, что не было в хабибосовской номеров, но сейчас я уже немножко сомневаюсь, может, я просто их не разглядел. Тут, собственно, перечислено все то же, что у нас в наборе. Все, в принципе, совпадает. Да, тут еще есть из полимерного материала должны быть шайбы для крепления колес. Да, их, по-моему, кстати, поглядел, но попробую найти. Они должны быть в комплекте, если только меня никто не обманул. Так вот, ну, трос, колеса. Соответственно, и сразу идет сборка. У нас, соответственно, идет... Начинаем с ванны. Тут что-то просверлим, видим, для этой модификации. Ну, посмотрим, ладно. Для трампетера тоже сверлить, как для хабибоса, в принципе, обычная тема. Когда куча модификаций у одной и той же модели, то там, конечно, часто до сверления доходит. Потом начинается неторопливая сборка подвески. То есть инструкции шагов много, и деталей на каждом шаге клеится довольно мало. Это хорошо в том плане, что сразу как бы мало где можно запутаться. Ну, тут помимо, я смотрю, сверлений, надо же видно, что с некоторых панелей нам придется защищать какие-то рельефные элементы. Это уже хуже, чем что-то сверлить на самом деле, потому что сразу могут быть вопросы, как это все незаметно ликвидировать. Ну, ладно, посмотрим. Опять продолжается подвеска сложной формы. У нас опять что-то срезаем какой-то рельеф с крыльев. Значит, рычаги подвески, вот это вот все тут есть. Тут продолжается. Двусторонние, тут же сразу колеса мы крепим. Вот у нас тут на поликэпы эти самые устанавливаются. Ну, видимо, чтобы колеса не наклеивать, а можно было их поставить, а потом для окраски легко снимать. В принципе, Тами очень такое любит. Но вот трампетера я тоже такое увидел, хотя раньше меня не встречал. Видимо, в современных наборах они такую технологию стали использовать. Потом, значит, задняя бронированная панель с дверцей. Ну, никакого интерьера в машине нет, поэтому никакие дверцы у нас опциональные, ну, частично, по крайней мере. Вот задний отсек, подвижности там никакой у двери нету. Что-то показывать внутри мы явно не будем. Ну, переходим к верхней части корпуса. Тут дополнительная бронировка, всякий шанец уже навешивается, ручки, всякие держатели, осветительные приборы, какие-то там бронепанельки, кожухи, крышки. Опять шанец. Ну, короче говоря, куча мелочевки по поверху. То есть есть фототравление, какие-то там элементы держателей фар, там нужно гнуть. Я смотрю, вот они сделаны фототравлением. Еще что-то, какие-то тонкие кожухи, видимо, которые должны быть из тонкого металла. Все достаточно, в принципе, лаконично и быстро собирается, судя по всему.
То же самое на другой стороне машины у нас происходит. Какие-то ящики, дополнительные ручечки, кожухи. Зеркала заднего вида, кстати, да, характерные были на бокс-арте, тоже присутствуют. Что еще? Значит, здесь у нас идет трос. Написана его размерность, написано, как подсоединять к коушам. Посмотрим еще, как коуши сделаны. Написано, как он в конфигурации должен быть согнут, чтобы, собственно, поставить его на модель. Вот тут он за башней размещается. Тут еще немножко фототравления накидывается. Это все, опять же, зеркала заднего вида. Дальше переходим, собственно, к сборке башни. Опять делаем кучу отверстий. Ну, да, вот это вот количество модификаций, видимо, сыграл немножко злую шутку, потому что подсверливаний и зачисток тут довольно много всяческих. Так-то по-хорошему можно было бы поискать какую-нибудь первую модификацию, чтобы ничего этого не было. Я думаю, в принципе, наверное, так. Ну, а если нужна именно это, то останется только сверлить и зачищать. Ну, всякие элементы за башней, перископы из прозрачного пластика. Тут вставляются различные лючки, насколько я понимаю. Что еще? Прибор наведения. Дополнительный какой-то там шанец, не шанец, что-то такое. Ставится сюда. Ну, короче, всякая мелочевка по башне. Да, башня, собственно, двух деталей, вверх-вниз. Ну, по идее, не должно быть особых проблем с, собственно, сборкой. Вот этот элемент не очень понятно, он вроде не собирался отдельно, я так понимаю, это отлито непосредственно зацело на детали. Ну да ладно, посмотрим. Лючки, это, смотрю, никакую подвижность лючков вроде как нам организовывать не надо, то есть, ну, посмотрим, как там, наверное, открытыми посадить какой-то экипаж можно будет, наверное, но вообще инструкции подвижность люков или вариации по люкам особо не подразумеваются. Забашенные ящички небольшие, еще немножко фототравления вокруг башенки, видимо. Пулемет, кстати, мы видим МГ-3, который нас же встречает, тот же самый МГ-3, который нас встречал в Револовском Динго. То есть, видимо, итальянцы по старой памяти у немцев эти МГ-3-шки либо закупают, либо делают по лицензии, что-то такое. Вот у него тут щиточек такой прикольный есть, коробка с лентой. Так что да, преемственность поколений, так сказать, сохраняется. Еще какие-то дополнительные решетки за башней, еще какая-то мелочевка. В общем, куча шагов посвящена накидыванию мелочевки на башню. Так понимаю, вот тут вот у нас это забашенные какие-то корзинки начинаются. Тут, видимо, показан специально этот элемент. Видимо, он довольно сложный. Дополнительные какие-то обрешетки. Но я так понимаю, забашенная корзина, насколько я понимаю, она нам предлагается к сбору только в пластике. И вроде как никакой фототравленной корзины нам гнуть не придется. Честно говоря, меня это радует, потому что гнуть какие-то корзины из фототравления, ну, не то чтобы очень хочется, даже пускай, если там какая-то немасштабность будет. По-моему, это с обычной пластиковой детали. Ну, такая довольно сложная форма корзина. Какие-то дополнительные панели с антислипом, скорее всего, я так подозреваю, сверху наклеиваются. Ствол. Со стволом у нас, я так понимаю, никакого эпика не предвидится. У нас ствол из двух половин, при этом сложной формы. Я так понимаю, что, конечно, зачистить такой сложный ствол так, чтобы швов никаких не было видно, будет, наверное, либо сложно, либо практически невозможно. Но, с другой стороны, и в травле в металлический такой сложный ствол найти, изготовить, я даже не уверен, что они существуют. Ну, интересно будет увидеть. Причем у нас, да, вот интересные формы, зато пламегаситель. То есть, я так понимаю, сначала сгибается какое-то фототравление дырчатое, наклеивается, а потом сверху еще дульный тормоз. Ну, не пламегаситель, дульный тормоз, это я уже оговорился. Дульный тормоз сверху надевается, он действительно на машинке довольно-таки интересной формы, судя по картинкам. Так что да, с орудием никаких чудес мы, конечно, не увидели. Устанавливается орудие, устанавливается какой-то кожух, кстати, отдельно изображенный. Вот я не пойму, что они тут имеют в виду, либо он резиновый, то есть, я так понимаю, это симуляция брезента, потому что кожух на орудии должен быть какой-то такой брезентовый сверху, да, и обычно с брезентом в изображении его в пластике, особенно если он как-то охватывает орудие,
могут быть проблемы. Не совсем, кстати, понятно, подвижное тут орудие или нет. Но это надо будет, ну, наверное, на деталях посмотреть. Ну, собственно, пулемет с щитком ставится в конце, в самом. Ну, вот тут как бы вроде логично дано, что полностью отдельно собирается вверх и низ, и только в самом конце мы непосредственно стыкуем эти вещи. Вверх, низ и заднюю панель. То есть вроде бы, ну, как сказать, логично. На самом деле не очень логично, конечно, да, ерунду я сейчас спорол, я в Хобби-Боссе абсолютно противоположное говорил. На самом деле, скорее всего, может быть нелогично, потому что стыковать крупные детали с полностью забитой мелочевкой тяжело. Может быть, лучше это как раз раньше сделать, потому что как раз вот на этой машине никакого интерьера нет, поэтому наклеивать мелочевку на уже склеенный корпус полностью, зад, верх-низ, наверное, будет проще, чем нежели уже с полностью склеенной мелочевкой. Потом накидывается вот это бронирование, которое характерно, я так понимаю, для этой модификации. Еще чуть-чуть мелочевки накидывается, которое, видимо, невозможно было установить. Без полностью убранного корпуса, ну, кстати, еще дополнительная броневая панель набрасывается в самом конце. Так. И 16-17 шаг у нас финальный. Соответственно, у нас буквально по финалочке, я так понимаю, допосветительные приборы появляются буквально. И, собственно, башня ставится на свое законное место на корпус. И у нас будет собранная, готовая к покраске модель. Помимо этого, значит, бумажной части схемы окраски. Значит, на K4 контингент миротворческий в Kosovo. Ну, тут, кстати, нет, как и Хобби-Босса, непосредственно исторической привязки, то есть какой-то надписи о том, что какое-то подразделение, какой год. Есть только, собственно, по маркировке можно понять, что это контингент НАТО в Kosovo. Соответственно, в остальном очень похоже на Хобби-Боссовскую окраску. Краски даны, опять же, на, собственно, Мистер Хобби, на Акрил, на Валеджа, опять же, на Будомастер, на Томию и Хамбрал. Ну, как мы видим, опять же, следуя традиции, полностью краски все даны только на Мистер Хобби. На остальные все производители почему-то, собственно, как-то избирательно. То есть, вот, например, цвет черной шины не осилил, видимо, Трамптер подобрать ни у одного из производителей, поэтому, кроме Мистера Хобби, везде поставил прочерки. Интересный подход, конечно, ну да ладно. Видно, что да, варианты разные, тут декальки, вот итальянский флаг будет прикольный. Ну и схема красивая, красочная, цветная, вроде как представление дает, но это в принципе стандарт для современного трампетера. И на другой стороне мы видим такую же машинку, я так понимаю, в тех же в основных цветах, только на i4, то есть на контингент в Боснии и Герцеговине, натовский, то есть опять на Югославию. В принципе, ничем не отличается практически, кроме, наверное, крупных декалей. Все. Это у нас все, что касалось бумажной части. Можно посмотреть платье. Так. Сейчас надо будет подготовиться. Потому что без ножичка тут никак не обойтись. Как уже было сказано, отдельно упаковывались части корпуса. Нижняя часть, собственно, стандартно для колесных танков отлита в одну деталь. Никакой особой детализации под днищу тут нет, если там что-то и должно присутствовать. Колесным аркам тоже, в принципе, они такие довольно... Никаких-то сфер деталировки там нет, но с другой стороны они будут за колесами, все равно это ничего там не видно, что если там что-то и есть. Собственно, деталь не гнутая, не поведенная, ну и для такой сложной формы вряд ли стоит ожидать, чтобы она как-то завалились куда-то там борта, уж больно здесь много всяких ребер жесткости. Прикольно в целом отлито, ничего такого плохого сказать не могу. Верхняя часть корпуса, тут уже куча всяческой деталировки, то есть всяческих и антислип тут присутствует, и решетка отлита непосредственно в пластике. Ну, в принципе, мне нормально, я не парюсь, что она в пластике отлита, и под перископы. Значит, есть у нас места под всяческую там бронировку дополнительную, накидывание, шансы и так далее. Отверстия уже пропилены, ну, в принципе, на этой модели еще и сверлить придется кое-где, поэтому не все отверстия у нас даны. Рельеф мне лично нравится, все так вот довольно прикольно, по-трампетеровски,
такой немножко шершавая текстура брони. В принципе, я думаю, подходить будет к финальному виду модели, ничего тут сказать не могу. Никаких ни облоя, ни утяжен, ничего-то такого заплывшести какой-то не присутствует. В принципе, все качественно, я считаю, отлито. Так, значит, что у нас еще из крупного по корпусу, то, что дано отдельно. Это у нас идет, собственно, башня. То есть технологично делают, в принципе, трампетер достаточно. Ну, технологично, не технологично, по крайней мере, облегчают жизнь моделистам, в отличие от многих других производителей на самом деле. Ну, делают много крупных деталей. То есть, действительно, возиться нам долго придется только с мелочевкой. А с крупником мы можем разобраться достаточно быстро. Значит, такая башня. Тоже шершавая текстура брони тут достаточно. Я смотрю, есть имитация сварных швов на таких элементах. Присутствует на некоторых. Опять же, под перископы. Большие, маленькие, куча посадочных мест. Какие-то вот тут доп. Отверстия для каких-то лючков. Соответственно, отверстия под лючки. Значит, отверстие под ствол орудия. Под маску. Ну, тоже ничего не могу сказать. Там какие-то соответствующие антислипы. Тут куча дополнительных панелей сверху накладывается. Поэтому как бы эта поверхность, она, которая здесь гладкая и какая-то, может быть, недостаточно рельефная, она будет закрыта, и рельеф там будет достаточно серьезный. Да, кстати, в этом пакетике, собственно, оказались эти самые пуликэпы. Значит, даны на 8 колес. Хотя, и, собственно, можно сразу глянуть и колеса. Колес, кстати, здесь больше, не 8, но я так понял, вроде как запаски у нас непосредственно снаружи модели на модели не будет. Соответственно, получается, что раз, два, три, 4, 5, 6. Нет, казалось мне, что тут лишнее колесо есть. Нет, никакого лишнего колеса здесь нет. Из резины такой, собственно, колесики у нас. Никаких надписей по бортам, по производителям нет, ничего нет. Рисунок протектора прикольный, шва посередине не видно. Ну, мне лично нравится. Я не гонюсь там за какой-то офигительной копийностью с надписями, поэтому сойдет и так. Да, 8 колес и пуликэпы для того, чтобы колеса можно было снимать, устанавливать. Так, это все. Так, ну что, в таком случае перейдем к пластику. Так, тратить время на вскрытие пакетиков уже не будем, так как я их уже вскрывал. Начнем с крупных. Соответственно, вот один из крупных. На нем присутствует нижняя часть башни и все, что касается орудия, маски и так далее. Вот видим, что в нижней части башни рельеф. Ну, собственно, напомню, что да, вся башня из двух половин состоит, верхняя и нижняя. Какой-то рельефчик тут есть, какая-то имитация сварных швов. Несмотря на то, что эта часть, наверное, вообще не будет видна на финальной модели. Видим ствол орудия. Тут, в принципе, как все и ожидалось, из двух он половин. Сложные достаточно формы, какие-то тут дополнительные элементы датчиков даже отлиты прямо на стволе. То есть маска орудия в одну деталь. Видим элементы вот это из двух половин сделанные, собственно, дульный тормоз. Ну, он как бы из двух половин, но в принципе его все эти вот ячеистая структура, ну, она вроде отлита без огрехов, ничего, по крайней мере, тут не заплыло облоем. Вот, собственно, кожух, тот самый брезентовый, который трампетер прям отдельно даже на коробке показал. Ну, я посмотрел, что на буксарте там форма этого кожуха, она, конечно, не такая, как здесь они ее показывают. Как уж в реальности, что там было. Ну, тут она довольно такая простая, а на коробке там такая сложная. Она закрывает верхнюю часть только, то есть она не полностью охватывает всю маску. Ну, конечно, всегда сложно что-то правильно нарисовать с кожухами этими брезентовыми. Особенно, если там будет какая-то речь о подвижности орудия идти, то обычно с кожухом это сразу уже отпадает. Либо делают эти кожухи зачастую из резины какой-то, даже так извращаются. Но вот здесь он отлит в пластике в такую сложную форму. Выглядит красиво, но как по факту копийно, не копийно. Ну, наверное, только сборка покажет, потому что вот этот момент тонкий. Ну, вот всякие тут дополнительные панельки, по-моему, на башню сверху. С таким прикольным рельефом, прикольно отлитым. Ну, дополнительные вот лючки там, соответственно, какие-то боковые на поверхности, то есть какие-то ящики забашенные. Все довольно прикольно отлито, конечно, ну, если не считать тех моментов, которые я уже
собственно, озвучил. Так, переходим, собственно, дальше. Что еще по крупным деталям? Значит, вот имеется такой литник, где как бы тоже мы сразу видим сходство с хабибосовскими наборами, то есть вот элемент защиты деталей с помощью вспененного какого-то полистирола или что-то такого. В общем, вот эту деталь они очень хотели защитить. Видно, что Трампетер прям очень озаботился защитой некоторых деталей, в частности вот этой. То есть помимо вот этой защиты, тут еще вот у нас, видите, есть такие выступы литника, которые как бы предохраняют, видимо, эту деталь от сдавливания и изгибов. Собственно, детали, это как раз, видимо, и весь этот литник относится конкретно к этой модификации, то есть это дополнительная бронировка какая-то есть. Ну, в общем, приятно, что Трампетер озабачивается вот этими моментами, которые как раз часто вопросы вызывают в туго набитых коробках, то есть изогнутость больших крупных деталей. В остальном, ну, просто панели с броней, с какой-то клепкой, с какими-то болтами, в принципе, качественно отлиты, и, как бы сказать, тут особо нечего, кроме того вот этого самого момента с упаковкой. Собственно, то же самое делает и Хабибос. Ну, так как делается, скорее всего, на одном и том же заводе, ничего удивительного в этом нет. Так, что из крупного еще у нас? Значит, ходовка. Два литника абсолютно идентичных по ходовой части. Диски в два элемента даны, то есть, соответственно, внешний и внутренний. На дисках рельеф есть, рычаги всяческие, подвески у нас данные элементы, вот тоже ходовые, ну, видимо, сюда вот эти оси вставляются, амортизаторы всяческие там и так далее. Также, помимо всего этого, на этом же литнике присутствует у нас пулемет МГ-3, который, в отличие, по-моему, от хабибосовского, я так понимаю, никакой разъемности в его изготовлении не применялось, соответственно, ствол высверливать тут придется самим. Также здесь есть куши. Вот это, я так понимаю, куши как раз того троса довольно маленькие такие. Они, кстати говоря, не знаю, тут применялась многоразъемность или нет, но они отлиты с отверстием. То есть, по логике, они отлиты правильно и хорошо. По идее, только ставить трос. Ну, не факт, что, конечно, трос прям уж войдет. Ну, по крайней мере, они старались. Поэтому, помимо этого, мы тут видим, собственно, щиток на пулемет. Он достаточно толстый. Тут почти, наверное, добрый миллиметр толщины. Я уже не знаю, могли ли быть реально щитки к МГ-3 настолько толстые, броневые. Уж как это там делают, может быть, фотографии надо искать. Мне кажется, выглядит он немножко толстовато. Как-то убрать эту толщину, наверное. Ну, не знаю. Ладно, не буду измышлять, потому что не знаю, какой реально толщины должен быть этот щиток. Ну и очень много всяческой мелочевки, всяческих там серег для всяческих там буксировочных элементов, ручек, куча всяческих тут так далее. В принципе, вся мелочевка отлита достаточно качественно и прикольно. Сказать прям проблем каких-то я не вижу. Так, убираем, значит, пакетик. Пакетики, кстати, да, абсолютно такие же, как у Хабибоса. С надписями, с дырочками и так далее. Переходим, собственно, дальше. Такой вот литник у нас присутствует, значит, с элементами шанса. Много здесь всего такого, соответственно, кусачки, топоры, лопаты, кирка даже вон присутствует, кирка. Ну, понятно, все с замками, там это все, понятное дело, это никто тут никакие замки отдельно никак не давал. Все это, как обычно, отливается зацело, так что каким-то особо сильным, так сказать, фанатом или фанатиком даже копийности замков на шансы тут как бы придется поработать. Вот. Есть люк, собственно, можно увидеть, что конкретно вот этот люк у нас предусматривает возможность открытия, так как у него даже есть внутренний рельеф, видимо, какая-то противоударная ткань здесь приделана или что. Есть элементы, я так понимаю, многоразъемности. Вот у нас две детали, тут присутствует какой-то кожух или ящик сзади, вот отлит в одну деталь, какое-то колесико. Вот это, кстати, даже не знаю, что это за колесико, очень забавный элемент сложной формы, тоже отлит, видимо, с использованием, ну я так думаю, многоразъемности.
Но откуда он, я, честно говоря, по инструкции не помню. Несколько панелек рельефных, несколько решеточек тоже вроде без огрехов отлито, так прикольно. Ну, какой-то там держатель транспортного положения орудия, ящики вот эти, или кожухи для выхлопа, я уже не помню, что это такое. Ну, в принципе, вот установка пулеметная тут также присутствует. Ну, в принципе, все красиво, ажурненько, детализировано, я бы сказал. Современный, относительно современный трампетер 2008 года в этом плане уже делал все довольно прикольно. Так, что дальше? Значит, еще достаточно крупные детальки. Задняя часть. Соответственно, в инструкции мне показалось, что, соответственно, вот эта огромная дверь люк на задней броневой панели, он не открывается, но оказалось нет, он сделан отдельной деталью, то есть, соответственно, вот он, вот панель, и можно видеть, что на люке сзади, кстати, есть рельеф и некий механизм запора. То есть, несмотря на то, что никакого интерьера в машине нет, но я так понимаю, хобби-босс все-таки... Ой, хобби-босс, господи. Трампетер оставляет теоретическую нам возможность приоткрыть эту дверку, ну, например, сделать какой-то вариант полуоткрытый для антуража, там, да, кто знает, может, разбитая машина, может, там, диорамка какая-то, что-нибудь там с этой дверью связано, то есть, ну, это прикольно. Ну, и боковые какие-то вот эти ребра, которые, по-моему, там куда-то по бокам машины, насколько я помню, наклеиваются, какие-то ящики тут еще, и чуточку мелочевки, как бы, больше сказать особо нечего. В принципе, все прикольно. Так, и приближаемся мы, в принципе, уже понемножку к концу. Остается у нас вот этот литничек маленький, на котором мы что видим? Детали, я так понимаю, забашенной, ну или там боковых корзин вот этих, которых, соответственно, я так понимаю, нет фототравлений. Ну, в принципе, не то чтобы мне очень хотелось заниматься гнутьем корзины с фототравлением, потому что это всегда довольно большой геморрой. Они отлиты тут, ну, я считаю, что достаточно ажурно, без огрехов. В общем, мне устроило, честно говоря, приклеить их в том виде, в котором они есть. Они сделаны вроде вполне себе неплохо. Помимо этого, тут еще детальки, ну, по-моему, дымовых гранатометов крепления, насколько я понимаю. Вот это что за детали, я не помню. Она так выглядит, как будто она с утяженками отлита, но, скорее всего, так и должно быть. Я просто не помню, откуда это конкретно вот эти две детали идут. И, собственно, накрыли вот какие-то бронепластины дополнительные. Вот эти как раз пластины, о которых в инструкции надо было... Писалось о том, что вот эти вот набалдашники, болты, я уж не знаю, что это такое, их надо было счищать. Их тут по 6 штук на каждую, ну, то есть это, конечно, слабое место этой модели, потому что счистить это все аккуратно, ну, типа, потребует каких-то затрат времени, аккуратности, и кто знает, как еще получится в конце. Такие дела. Что у нас остается по итогу? По итогу у нас остается прозрачный пластик. Прозрачный пластик я не буду вскрывать, в принципе, тут особо сказать нечего. Довольно много перископов, прибор наведения дан в прозрачном пластике, там фары какие-то, осветительные элементы. Но в целом все достаточно стандартно, и как бы тут что-то говорить нечего. Единственное, что могу сказать, что современный трампетер делает прозрачный пластик, а вот более ранний трампетер, он любил имитацию всяческой осветилки и стекол давать такой прозрачной, твердой такой толстой пленочкой. Ну, как бы хорошо, что сделали эволюционный скачок. Остается фототравление, как обычно у трампета Hobby Boss в отдельном пакетике. Небольшая платка тут. Меня это скорее радует, что она небольшая, потому что гнутья будет меньше. 7-й, кстати, год указан, не 8-й. И сзади тоже тросик, собственно, этот дан. Достаточно толстый, я уж не знаю, как войдет, он, скорее всего, в эти куши не войдет, которые там есть с дыркой. Ну, он есть, кстати говоря, это все в комплекте. Так, и, собственно, что у нас? Финалочка у нас остается. Финалочка у нас остается в виде декалей, которые я куда-то делал. Так, декали у нас не остаются, потому что я их успел где-то посеять. Нет, вот нашел. Отлично. Так, вот, собственно, декальки. Та же самая система, что и у Hobby Boss.
их упаковки. Очень внимательно и аккуратно, пакетик. Внутри картоночка. Листик промокашки. Заклеенный с двух сторон. Ну, то есть прям шик. Особенно если учесть, за какие деньги покупалась эта модель. Конечно, до всех, так сказать, текущих событий, но все равно, я считаю, достаточно дешево. Собственно, на декальке у нас присутствует все то же, что на схемах окраски. i4, K4, итальянский флажок, какие-то тут их немножечко технички. Ну, кстати, довольно много элементов для, собственно, бронемашины. Номерки тут всяческие итальянские. И, собственно, вот такое дело. Такая вот декалька. Ну, и чё, как обычно, финалочку подведем. За такие деньги, в принципе, современный трампетер хороший, красивый набор. Есть, конечно, к нему вопросики там по высверливанию, по счищению элементов, как бы таких, которые вроде как ты не знаешь, как их еще реализовать, чтобы этого не было, но они есть, и они все равно минусы, да, но в остальном, ну, крутой, технологично, в принципе, я считаю, прикольный и красивый набор, и надеюсь, в сборке он тоже проблем не доставит. Всем пока.